Всем привет, посмотрите, что я нашел. Прямо в середине ветки черной смородины вот такой вот черный ход. Кто это? Может быть микрокроты, или муравьи, или тараканы, или двуххвостки. Кто-то из них прям лезет по моей черной смородине. Все, надо срочно продавать дом, пойду собирать вещи, надо отсюда уезжать. Так, отставить, на самом деле это стекляница, и сейчас я вам все подробно расскажу. Вот видите, черная дырочка есть сбоку ветки. Отсюда вылезла куколка. Кто такая стекляница? Стекляница – ужасный вредитель кустов и деревьев. Она похожа на небольшую осу, но является бабочкой. Да-да, та самая бабочка, очень красивая, с красивыми крыльями, которую мы очень любим фотографировать, но она жрет нашу смородину. И победить ее очень сложно, но возможно. Стекляница большую часть своей жизни проводит внутри побегов, и поэтому на нее практически не действуют никакие препараты. Чаще всего из кустов стекляница поражает малину, черную, красную и белую смородину, а также крыжовник. Из деревьев она опасна для яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и айвы. Как вы понимаете, опасна она практически для всех кустов и деревьев, которые обычно мы выращиваем в наших садах. Как же можно определить, что на наши деревья и кусты напала стекляница? При обрезке веток хорошо осмотрите их, и если сердцевина у них черная, значит, скорее всего, они поражены этим вредителем. Я такую обрезку сейчас провожу осенью, и вот нашел такие ветки с выеденной черной серединой. Конечно, необходимо провести срезку таких веток до живой сердцевины, а срезанные ветки обязательно сжечь. Но проявиться этот вредитель может и летом, в мае или июне, примерно через 2 недели после цветения кустов или деревьев. Бабочка начинает откладывать яйца, причем их количество может достигать 250 штук. И уже через 2 недели из них появятся гусеницы, которые через трещинки в коре или рядом с молодыми почками забираются внутрь стебля и начинают продвигаться вглубь, съедая сердцевину. И если вы стали замечать внезапно, что начали засыхать ветки и побеги, срочно начинайте осмотр. Срезав такую ветку, увидев черную сердцевину, можете сразу сделать выводы и начинать срочную борьбу. Во-первых, удалить все ветки до живой сердцевины. Во-вторых, провести опрыскивание кустов и деревьев. Если вам приходится это делать в период созревания плодов, то применение химии, конечно же, недопустимо. Поэтому делаем настои из растений с сильным запахом. Для этого можно использовать пижму, полынь, хвою, мяту, кожуру от лимона или апельсина и даже лук и чеснок. Также в профилактических целях между кустами и деревьями можно высаживать бархатцы, календулу, настурцию, лук, чеснок или томаты. Аромат этих растений дезориентирует бабочку, и она может не обнаружить по запаху необходимый куст или дерево. Также, когда гусеницы покидают ветки, чтобы окуклиться, это происходит обычно в мае и июне, почву под кустами и деревьями необходимо рыхлить и вносить в нее золу, табачную пыль, махорку, молотый перец или сухую горчицу. Можно попробовать отловить бабочек, пытающихся отложить яйца. Для этого под кустами и деревьями можно поставить приманки из смеси забродившего варенья и воды в пропорции 1 к 1. Такая приманка очень эффективно помогает и проверена многими огородниками на протяжении многих лет. Вот так при обрезке черной смородины осенью я обнаружил, что у меня появилась стекляница. Обрезал несколько веток и обнаружил внутри черный проход прямо в сердцевине ветки черной смородины. Вот как видите, вот здесь вот тоже у меня есть стекляница, вернее была. Как видите, прям черная точка, прям посередине ветки. Поэтому такую ветку я обязательно срезаю, так как у меня, видите, черная точка прям расположена снизу. Конечно, я такую ветку обрезаю под самый корень. Стараемся, чтобы не оставлять пеньков. Вот я обрезал еще одну ветку, и, как видите, прямо здесь у меня находится куколка стекляницы. Вот она. Зимует куколка стекляницы прямо внутри ветки, а уже в мае начинает вылазить и становиться бабочкой. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.